Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинск, это Республика Беларусь. Занимаюсь печным делом. Сегодня мы приехали на новый объект, сегодня 3 апреля, на улице прекрасная погода, и вчера и шел мокрый снег и с дождем. Вот. Приехали на объект, привезли вот 3 вида кирпича. Это украинский клинкерный кирпич. Мы его будем и использовать на камин в отдельных частях декора. Огнеупорный кирпич Ш5 и наш кирпич добрый старый Горыныч. Вот, и также хочу ребятам вам и показать, что здесь возможно надо будет саму эту трубу поднимать и немного выше, потому что она находится ниже уровня конька. И так как здесь еще идут по бокам вен-каналы, нам придется гильзу прорезать этот красивый кованый капак, прорезать его и вставлять туда сверху гильзу, чтобы дым не попадал в соседние вен-каналы. Ну а сейчас пройдемте в дом и посмотрите, что мы там сейчас будем делать. Здесь уже готова и площадка под наш будущий камин. Положили плитку. Вот. Также мы и застелили все картоном, потому что и ребята уже здесь положили самбо вина. Вот. Также и хозяин смотрел подачу воздуха с улицы, это он сделал правильно. Вот мы сюда и поставим тросиную и заслонку. Вот. И также нам еще придется гильзовать и саму эту трубу. Вот. Ну все, ребята, оставайтесь с нами, что будем делать, будем снимать и пока. Ребята, мы дальше продолжаем нашу работу. Что мы сделали? Мы проштробили саму стенку, потом ее будем дальше штробить. Вот. Вставили дроссельную и заслонку. Сам тросик мы одели в пластиковую гофру, которую используют сантехники для изоляции своих труб. Мы эту гофру взяли и разрезали, одели, и вот сам этот стык мы заклеили скотчем. Также, чтобы уже надежно вкладки и держалась сама эта и рукоятка, которая регулирует открывание и закрывание, мы еще обмотали проволокой. Вот так она станет и зафиксируется, и будет стоять жестко. Вот. Так у нас и получается. Мы вчера выложили все и разметили. И сделали, что будет дальше, буду снимать, показывать. Продолжаем дальше нашу работу. Сейчас мы аккуратно выдавливаем нишу для нашего камина, чтобы здесь и уменьшить это и расстояние от стены. Мы делаем углубление и в кирпичной стене. И все аккуратно и разметили, насверлили отверстий не болгаркой, и потому что здесь уже как бы частично сделана чистовая отделкой, чтобы не было сильной пыли. Это мы делаем перфоратором. Сейчас мы это дело выдолбим, и здесь, как вы помните, у нас здесь стоит гофра. Мы еще здесь тоже продолбим аккуратно и ведем ее за стенку, чтобы нам уже и потом аккуратно ее вывести и подключить для подачи воздуха топку для горения. Ну все, ребят, оставайтесь с нами. Окончили. Снизу положили арочную опалубку, на нее положили пленку, чтобы она не впитывала влагу, не крутилась. Залили все бетоном, положили арматуру. Вот.
Сейчас мы и застелим все это пленкой, чтобы не растрескался сам бетон. Всех поздравляю с наступающим светлым праздником Пасхи. Всем желаю любви, добра. Ну все, ребята, на этом буду заканчивать свое краткое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, также подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока и до новых встреч.